Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы. И сегодня мы с вами будем гонять нестандартный смартфон. Он не будет супер популярным. Это бренд Vivo Y100. Но, как говорится, в среднебюджете низком у нас мало новинок, поэтому я приобрел его, притом на 512 гигабайт внутренней памяти. Что здесь интересного? Почти золотые 400 ppi плотности, чуть-чуть пикселей, AMOLED экран, притом шим здесь высокий достаточно только на 40% яркости, около 30% у сотки и у нуля не больше 10%. Не забудьте подписаться на этот телеграм-канал, на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и основной канал Польза.нет. У нас там уже 425 тысяч подписчиков. Вот. Если говорить про этот канал, вы здесь видите преимущественно тесты и, скажем так, свободный обзор. Что такое свободный? Это без какой-то особой дикой структуры. Единственное, что меня интересует, реальные данные устройств, как они себя ведут в тех или иных условиях. И по большому счету самое интересное это обзоры, быстрые обзоры одним кадром, которые я снимаю на основной модуль. Возможно, на этот смартфон я тоже буду делать что-то подобное. Плюс обзоры вот такие, когда мы с вами разговариваем. Я сейчас стримлю, получается, с этого же устройства 1080p 30 fps. Не каждый флагман так может, и самсунговские некоторые устройства по 150 тысяч даже не могли вывозить подобные стримы. А это вроде бы китайское чудо природы способно. Если говорить о смартфоне в целом, 1080p 60 fps основной модуль, 1080p 30 fps фронталка, фото получаются, если получаются, то хорошо, но получаются они довольно редко. Если говорить про экран, он здесь с закругленными краями, то есть такой водопадик. И как говорят, ну где вы за 20 тысяч возьмете за 17 тысяч смартфон, у которого такой экран? Ну вот, можно взять, понятно, что он не 15, но там за 19-18 на апселе он был. Если говорить о каких-то особенностях из разряда, да, здесь две симки, пока это китайская версия, но здесь есть русский язык Google сервиса, вы не отличите ничем, кроме, правда, отсутствия бендов. 7 и 20 бенда здесь нет, глобалки, наверное, появятся. Если говорить про внешний вид, по мне он убогий и дешевый. Я не знаю, как они так сделали, потому что материалы качественные, сборка классная, фронтальная часть огонь. А тыльная часть выглядит каким-то дешманом лютым. Но, опять же, это мое субъективное мнение. Кому-то, наоборот, понравится именно этот дизайн, классический. Ресхабра, Хендриксон и Дизастер, всем привет. Напоминаю, что основная миссия сегодня это узнать, как он будет вести себя в PUBG одновременно с Твичом, услышать, как работают его родные микрофоны, как мне писали в IQ 12 Pro, что ты за шлаковые микрофоны подключил. Нет, друзья, в Твиче работают родные микрофоны устройств, ничего, никаких родов я не подключаю. Вот у меня род красуется, лежит, готовый к подключению к чему-либо. И без чехла смартфон. Кондиционер сейчас включу, вроде ничего не перегревается, но здесь и нечему перегреваться, потому что здесь Snap 695, соответственно, здесь нормальный GPS, NFC модули и все дела. Давайте попробуем зайти, кстати, в какие-нибудь интересные приблуды из разряда Device HW. Название Vivo Y100, как я вам уже говорил. Если говорить про CP, 695 Snap, система здесь. Понятно, что тирамисушечка вкусная. По экрану 2400 на 1080 пикселей, AMOLED, Full HD, HDR10, все поддерживается, режим 120 Гц, память у нас на 8 гектар у меня и на 512 гигабайт внутрянка. Если говорить про сенсоры самсунговские, OmniVision, Vendor. И, ну, здесь он стандартный, ООО 64B, эконом-класс. Фронталка убогая, S5K4H7, ну вы видите, 8 мегапикселей. Насчет батареи, 5000 мАч у профиля системы. И если говорить еще о чем-нибудь интересном, я бы хотел вам открыть... Да и зачем еще что-то открывать? Давайте NFC модуль проверю при вас еще. Нет, здесь в китайской версии, видите, нет NFC модуля. И что у нас еще интересного есть? Разумеется, по экрану. Смотрите, чтобы не было вопросов, я выкрутил яркость на максимум, она здесь почти 8 сотен. Автояркость отключена, автоблокировка 10 минут, частота обновления экрана 120 Гц и все.
То есть 88% вы запомнили. Сейчас мы пока все равно пока загрузим папку, собственно. Я включу кондиционер, подготовлю свой Радекс для того, чтобы измерять яркость. Так меня радует, помните, все эти обзоры сначала, обзорщики, Радекс хлам, потом в итоге один черт ими пользуются. А чем еще ты пользоваться будешь? Осциллографом и накупишь себе специальных приборов с люксометрами там по 500 000, чтобы 100% все работало великолепно, для того, чтобы экраны на смартах по 15 000 проверять. Такое себе. Вот. И в эфире. Как у кого день проходит? Кто на выходном? Есть кто на выходном или все на работе? Twitch говорит, что я молодец, я стараюсь. Я стараюсь, чтобы было в онлайне 5 человек. А сколько он стоит? До 20-ки он стоит на распродаже. Там, по-моему, 18 был. А в фуле... Заново. Вот, в фуле он стоит 29 сейчас. Это 512 гектар внутренний. Но опять же, вы только что видели, даже NFC модуля нет. Ставит частота кадров экстремально, качество графики низкое, детализация средняя, давайте, и все остальное вот так. Больной наработает плохо. Запоминаем, 88% секундомер и 88. Все как всегда по фэншую. А, кстати, нашел моментально, заметьте. Начнем. Так, все, загрузились. По поводу того, что это, по ссылке в описании можете посмотреть это устройство. Поддержка Google и OTA обновления есть. То есть, ну, все есть, кроме NFC-шки. NFC-шки нет, 7-20 бенда нет. Но это, разумеется, они в рекламе не пишут, что NFC нет. Но, скорее всего, когда они появятся в России, в глобальной версии, уже по-любому будут и все бенды, и NFC. Народ, кстати, периодически покупает подобное устройство. 3 цветов он в продаже. И 12 гектар оперативы плюс 512. Это максималка 12512. У меня, кстати, я сейчас проверю. Я вот не помню, я, по-моему, 8512 с Дури купил. А может быть, я хотел минимальную версию. Нет, 12512 я купил. Она мне обошлась в 26700, по-моему. Сейчас он 29. Почему? Потому что был сейл. И курс был приятнее, как показала жизнь. Как показала жизнь. Это выгодное дело. Так, если говорить про звуки. Здесь у нас стерео нет. Моно. Это вообще такое ощущение, что то же самое, что Honor 90. Ctrl-C, Ctrl-V, почти. Я слышал, у кого-то какие-то проблемы где? У Vivo какие-то проблемы с этим. С чем? Уведомления? Так это у всего китайского будет проблема с уведомлениями. У Huawei проблема с уведомлениями. Смотрите, здесь игровой режим, по-моему, пытается он подрубить. Игровые инструменты. Производительность стандартная здесь стоит. Сбалансированный режим. Не будем мы ничего увеличивать. Но видите, 60 FPS он не держит. То есть даже сейчас у него просадки идут. Это не удивительно. Повторяюсь, что я прекрасно понимаю, что это смартфон Pro средний класс. Пока лагов нет, вылетов нет. Но хочу отметить, что смарты, повторяюсь, те же Samsung, Fold, флипы не могут 1080p 30 fps стримить. Этот вообще спокойно взял и прогрузил все. Вот как так может быть, да? Что они создают устройство за космические деньги с какими-то элементарными задачами, а как мне скажут, ну вообще смартфоны не для этого. Да какая разница, для этого или нет? Вот ты покупаешь за 20 000 рублей смарт, и он тянет то и может то, что не может смартфон за 150. Почему? Почему? Вот почему так? Он же должен иметь возможность делать то же самое, что и смарт за большие деньги. Но не все так думают, ладно.
Не будем о грустном, как говорится. 416 мы нашли уже. Можно, как говорится, начинать прятаться. Так. И коряк. Не знаю, зачем он мне, но... А вдруг пригодится, как говорится. Опа. Или глюка, я там видел кого-то. Я видел кого-то. Прикиньте. Вон там, по-моему, еще кто-то бегает. Нет? Еще с пулеметом. Может, глюк был. Нет, это каталось, наверное, что-то. Так, по поводу оповещений у всего какие-то проблемы. Надо читать обязательно форум перед тем, как ты собираешься китайский смарт покупать. Ну а вообще, сколько я не читал про подобное или не разговаривал с людьми, которые конкретно зарубаются по той или иной модели смартфона, все это решаемо. Если у тебя есть мозг, то, опять же, кроме Huawei. Вот здесь я не доверяю, потому что я сам не смог ничего настроить, чтобы оно работало вечно. И мне кажется, что люди чуть-чуть привирают, чтобы их продавать. То есть оповещение есть, но либо с задержкой, либо еще какой-нибудь головняк. Вот. Опять же, может быть, у кого-то они работают волшебно. Я говорю про то, что я мало доверяю, потому что я пытался это дело там настроить, у меня не получалось. Опа. Так, ну здесь логично, что я СКС-ку не буду менять на него. Вот это вот надо в личный магазин. Я щит хочу. Щит прикольная тема. Как меня слышно, кстати? Внимание, чего-то там. Пока не сглючивает ничего. Через минут 5 посмотрим, сколько он сбросил яркости. Я пока не вижу. Опа. Кто-то дропнулся сюда, что ли, второй раз, или как? В чем причина такой расторопности с его стороны? Звук хороший, отлично. Надеюсь, картинка тоже норм. 46 FPS. И в целом можно уже идти за дропами каким-нибудь. Искать транспорт. И гнать куда-нибудь в поисках чего-нибудь, включая иксов. Вот так. Стоп. Зачем я его выбросил? Хоть какой-то X, правильно? Так, а что у меня по деньгам? 690, 625. Может быть еще, кстати, накопить и купить X6. Правильно? Дроном. Для настройки все. Понятно. Где мой X6? А, нету X6. Ну и ладно тогда. Очень странно вообще. Получается, ничего никто не взял. А я очень странно иду и лутаюсь с пулеметом в рюкзаке. Ну вообще лютая какая-то дичь. Дрон у человека не нужен был. Сделаем четкое предположение, что это был бот, заевшийся. X3. Может, только деньги собирают. Что у меня там? 635. Не жирно. Так, X3, X2, хотя бы X3. Уже норм. Опа. Так, зона. Зона.
чтобы не врезался. Ну да, кстати, налутать 1500, чтобы заказать дроп, это тоже непросто. Пока все хорошо. Даже по FPS неплохо. Так, и чего он встал? И не двигается. Ни туда, ни сюда, как говорится. Ладно. Повис. Здесь есть рядом еще одна. В мае просто будет лютейшая жара. Должна быть. Но здесь никто не скажет тебе, смотря куда ехать. То есть на севере может быть прохладно. Зимой, вот сейчас типа здесь зима. То есть ночью даже хочется кофту надеть. Но опять же это мне. То есть я уже здесь акклиматизировался. Так когда я приехал, казалось все время жарко. Даже в декабре-ноябре. Сейчас я понимаю, что это было не жарко вообще. Так, ПП, ну и ладно. Полупистолет. Так, и все. Что мне придется дроп самому заказывать, потому что я не вижу здесь вообще летающих девайсов никаких. Вот так вот залипать, как я, самое плохое, мне кажется. Минус 38. Да я жил этой жизнью. 12 лет на Наринмаре, 9 лет в Мончегорске. То есть суммарно 21 год за полярным кругом. Добро пожаловать. Это не попытка. Ох ты, ёшки, кот. Ну ладно. Дроп будет еще один. Не очень-то и хотелось, как говорится. Дропнусь в Астру. Чуть-чуть левее. И пойду по берегу. Хорошо он, кстати, снял. Смотрите, машинка ехала. И машинка прозрачная. Ладно, попытаюсь там же дропнуться. Абсолютно неразумно, но и наплевать. Я думаю, он достаточно быстро залутается. Если нет, то... Поиск быстро проходит. Не хватает только чего-нибудь на голову. И все. Шлем бы найти. И автоматическое оружие бы. Так. Есть шлем. Все, теперь можно идти и смотреть мой лут. Место, где меня расстреляли. Опа! Да, вот он там и был. О! Спасибо. Теперь я знаю, где он. Еще он и дроп заказал туда. Очуметь. Шикарный тип. Так, а куда мне бежать бы? Мне бежать надо
к тачке. Если он дурачок, то он будет меня не ждать. Да, может быть, их, кстати, был не один человек. Что? Ты говорил о проблемах в суровом климате. Везде я себя хорошо чувствовал, кроме заполярного круга. За полярным кругом я повторяю, что я начал уже задыхаться. То есть я ночью мог проснуться и задыхался от того, что не хватает кислорода. У народа было по-другому. Когда я переехал в тайгу, я в тайге тоже еще 2 года жил, в тайге было все зашибись. То есть там было кайфово. А там, где нету ни деревьев, ничего, в тундре, было мне тяжело и плохо. И люди, которые говорили, что им норм, я параллельно смотрел на них, как у них выпадают зубы, волосы. И просто я, наверное, в отличие от них, нежный слегка. Понятно. Никаких претензий. Никаких претензий у меня. Тем более один. Все время можно оправдаться, да? Ну, я один. Там тоже типы, кстати. И они по-любому сюда еще к этим бегут. Так. Иксы у меня есть? Есть. Хотя бы одного смог вырубить. Вижу его. Такое сомнительное, конечно. Ладно. Ладно. Что я могу сделать? Я могу обрадоваться, что здесь живых 6. Да, удивительно, что я еще живой. Там тип... А почему он туда побежал, интересно? Да-да-да, я видел тебя. Да пошли вы все в топку. А, я в зоне. Я вылетел в зону, видите? Ладно. В Турции был как огурчик. Я не болел на Крайнем Севере, я повторяюсь, мне просто было физически плохо уже, не вывозил, слишком много я работал. То есть я не могу сказать, как если бы я жил адекватно, работая на одной работе и не занимаясь спортом, мне бы было норм, наверное. У меня была слишком большая нагрузка, слишком. Для меня конкретно, для кого-то такие нагрузки нормальные. Вот. И повторяю, что для меня жизнь это бег на очень длинную дистанцию. У каждого своя политика, свое отношение к здоровью, не знаю. Вообще все свое у каждого. Не бывает одинаковых двух людей. И запас здоровья тоже, и эмоциональный запас. Это примерно как сравнивать. Вот сейчас мы на Твиче дружим, собираемся сколько? 8 человек. Не знаете, сколько народу пишет, зачем я это делаю, если обычно на Твиче у меня когда-то там собиралось 70 человек, 80. Так потому что...
как интересный инвентарь. А почему подбор матча? Потому что мне это интересно. То есть главное, чтобы делать что-нибудь, что интересно. По климату то же самое. Можно дохнуть от жары. Я, допустим, к бабушке в Волгоград, когда катался, мы с бывшей женой гуляли там и при плюс 52. Вот. И на жаре были молодыми, чего там, спортивными, 27-28 лет. Я говорю, я сейчас смотрю на спортсменов, которым 39-40. И, ну, они реально уже понимают, кто бы чем ни занимался, что они платят годами жизни за то, что они делают. Неважно, это контактные виды спорта, игровые виды спорта. Тяжело в 40 уже. Уже тело не то, уже не так делятся клетки. Затащил катку. Ну, дизастер, я считаю, что мне нормально еще повезло. Не было это просто. В Египте потом все равно хреново, вряд ли чистота и долгота мест. Нет, во-первых, акклиматизация начинается через 3 недели. Во-вторых, ты выходишь из психоэмоционального состояния долго. То есть стресс, там, 750 люксов, как было, так и осталось по центру. Но здесь, да, 750, нет сброса яркости. Если говорить про... Каждый организм индивидуален. Я тебе скажу так, что кто у меня из знакомых попадал в подобные условия, первое желание было, там, они чуть-чуть спортом позанимались, потом бах и забили на все. Там. И джага у них такая, что лучше бы, наверное, они на крайнем севере бы жили и нормально работали, чем веселиться и убивать свое здоровье так быстро. Они, опять же, этого не видят. То есть большинство людей, когда находятся в... как бычий кайф. То есть ты нахерачился, тебе хорошо. Каждый день херачишь, вроде бы недорого, там, тебе вообще отлично. И, разумеется, с этим климатом можно бухать больше, отдыхать дольше, спать дольше, если тебе не надо работать. Но здоровье от этого не прибавляется. Опять же, нужно четко понимать, сейчас, допустим, 5 часов вечера, а еще ни разу на улицу не выходил. Не, я выходил, вру, на 20 минут. Вот, нормально я буду выходить на улицу только когда солнце полностью исчезнет. Напряженно глядеть было, это да. И как бы так сформулировать по поводу климата и здоровья. Хорошо там, где нас нет. Мне вообще абсолютно плевать на климат, по большому счету. То есть мне нужен интернет и все, и компьютер. Нет, ну я понимаю этих людей, у них здоровья много просто. Я реально знаешь, когда ты молод, ты говоришь, здоровья много и подразумеваешь, что у тебя его еще больше, а я сейчас говорю, что у них много здоровья, потому что если я буду бухать, я, морально сломаюсь сразу. Я говорю, я 24 ноября понял, что я 6 лет каждый день делаю по ролику на YouTube, а технически даже уже, наверное, полтора. И подумал, а куда я бегу? И, в общем, я не знаю, у меня была где-то неделя клиника такая, 2. То есть я делаю что-то, но не понимаю. А сейчас я понимаю, что вот как было, так и осталось. Я делаю то, что хочу. Там 3 человека в онлайне, 500 человек посмотрело ролик, 500, 20 человек, 20. Когда разонравится, тогда перестану делать. Когда я перезагнался, потому что стрима было 2. И, кстати, я еще не делал стрим на ноябрьский розыгрыш, на октябрьский, на ноябрьский. Вот. И, возраст заставляет задавать какие-то вопросы, ты все ближе к этой планочке, когда финита ля комедия, понятно, что все скажут, что вот еще там половина жизни. Не половина. Она будет лететь намного быстрее, чем первая половина, даже если это половина. Неприятно меня, правда, слушать. Как мне говорят мои сверстники, что я крайне негативный тип. А я считаю, что я наоборот, когда ты смотришь на мир реально, ты не будешь уже делать ошибок, как делал бы их в 20-15 лет. Вот, потому что у тебя времени не так много осталось, если четко понимать. И сейчас мне напишут, на что ты их тратишь, на то, чтобы в PUBG бегать? Да, зато это осознанный выбор. Я могу сейчас делать что угодно, но я бегаю сейчас на непопулярном смарте, играю и тестирую его в PUBG. И вот это мой сознательный выбор. У меня еще подруга, с которой я 20 лет знаком, в прямом смысле 20, даже больше, Ира. И она, я помню, мне года 3 назад спрашивала, говорит, неужели ты будешь вести блог больше, чем там год-два, тебя типа не хватит на это. Я сказал, день-два, год-два, какая разница. Вот. Это очень забавно, потому что прошло столько времени, и утрированно я только нарастил темп, увеличил опыт.
И я могу зато честно сказать, если раньше можно было сказать, что у меня там какой-нибудь синдром самозванца, сейчас нет, я прям разбираюсь. У меня ассоциативные ряды, я играю в этот смартфон, и я четко понимаю, допустим, что какие-то там фризы чуть-чуть есть, лаги, но я четко его помню стоимость, допустим, 200, даже меньше, чем $200. Я могу сказать, блин, классный смарт. Позавчера, когда у меня не было такого опыта, у меня, разумеется, мысли были бы другие, какие-то другие слова, и в моей голове передо мной же там 2 года назад этого дорогого стоит. А как при остальных, опять же, это будет переходить в просмотры, какие-то, не знаю, там, подписки. Если они идут, значит, людей устраивает мой взгляд, значит, их устраивает мой опыт, а меньше его не становится. И к чему это все даже на непопулярный смарт иногда интересно делать обзоры. А про качество в PUBG, ну, там сомнительное это удовольствие, и не особо и не планирую. Как-то что-то качается и качается. В роликах-то много где днем. Сегодня просто так получилось, что мало днем был на улице, или стараешься к вечеру обычно выходить, если снимать ролик не надо. Пам-пам, я выхожу только когда надо снимать ролики, утрированно, да. Я стараюсь не выходить. Да у меня нет времени выходить. Я только сегодня рассуждал, вот для вас это просто, не знаю, взял и сделал, поиграл в PUBG, выгрузил на основу, точнее на лайв-канал, и все, ролик готов. Те, кто делают ролики, они понимают, что раз, понятно, я, во-первых, его выбирал, этот смартфон, потом покупал, потом ждал, потом распаковывал, после этого обновлял. Там с ним головники были с обновлением Google сервисов. Я не понимаю, то ли Wi-Fi у меня, то ли еще что-то. Но на это я тоже убил где-то полдня. После этого я благополучным образом хорошо скачал этот PUBG. И вот сейчас уже играю. Но на это времени ушло у меня просто вагон. То есть для вас это игра утрированная там, на 30 минут, на 40 минут, на час. Для меня это очень длительный период подготовки и реализации. Так, я думаю, вот так мы поиграем, да? Опа, вообще мало патронов. Почему он не забрал основное? Не-не-не-не-не-не, не этот хотел. Ладно. Побегу с этим, если он сам выбрал такой. Да? 60 FPS он не держит. А к чему это все? К тому, что все хорошо. Пока мне интересно, пока нас сколько там? 8 человек. Великолепно. Есть о чем поговорить. И мне всегда можно сказать людям, которые написывают где-то, ну вот будет в онлайне на стриме. Сколько у нас? Было 1200 человек на 11 ноября, и когда 23-го я ошибся на один день, было 800 человек в онлайне. И миллиард вопросов. Я миллиард раз повторял. Приходите в период стрима на Твиче и будем общаться. Ну, никто не приходит. То есть вот оно желание. Поэтому я и баню в телегах, в ВК. Потому что целый час я гоняю смартфон, можно 1000, не знаю, сообщений написать, но никто не приходит. То есть людям лень. Окей. Вот. У меня планы обычно простые. Хороший бюджетник, Саня. Спасибо, Дизастер, от души. Вот, и плюс в последнее время смотрю еще популярных, не знаю, как сказать, я даже не знаю, откуда эти люди, у кого берут интервью, различных культурных деятелей, назову это так, потому что чаще всего это какие-нибудь рэперы, которые залетают, по большому счету уже тебе достаточно, не знаю, какого-нибудь ролика на 10 миллионов музыкального, и все. Почему я так говорю, какого-нибудь ролика на 10 миллионов? Ну, имею право, потому что у меня там сколько? 115 миллионов просмотров на основном канале. И это в технике. Их набрать намного сложнее. То есть, если там, не знаю, ты выпустишь 150 клипов на одну и ту же песню, вероятность того, что она наберет 100 миллионов просмотров суммарно, намного выше. Просто то, что это не делают художественные деятели из разряда певцов и исполнителей, потому что им лень. Потому что, ну, у них, в принципе, наверное, и мы надо жить в кайф, иначе у них не будет креатива. Вот. Я жду обзор на X100 Pro. На X100 Pro не скоро будет обзор, но скоро будет обзор на... Ах, почти. Ладно, почти. Ну, давай, добивай меня уже, я дропнусь.
Лично я очень люблю, жду обзор. X100 придет сегодня, скорее всего. X100 Pro, мне не кажется, что до 10 придет. Я только 18 смогу начать его обкатывать. Но зато реализмус. Почему? Потому что, вот смотрите, я делаю покупку, жду, пока эту тему мне вышлют. У меня, кстати, X100 Pro в 3 местах был куплено. Одно уже я отменил заказ и мне не прислали. iQOO 12 куплен был в 2 местах. С одного прислали, со второго нет. Написали, что прислали. Я даже в ролике сказал, вот мне с 2 мест прислали. Не послал он ничего, подлец. И вот сейчас я проверю еще раз. Потому что он мне написал 48 часов. Собираем заказ. Ну, свинство просто. Просто свинство. Свинство. Притом крупный магазин. Позор на него. Ну, нет стока. Нет стока. Вот так они 11 числа и продают. То есть месяц где-то, наверное, ждать посылки. Да и ладно. Но я ее по-любому буду продлевать, потому что мне нужен этот смарт. Я его купил за 49. Вы прекрасно помните, да, сколько стоит iQOO 12. И во втором варианте, по-моему, я его купил вообще за 47, что ли. Но это уже не в России. В России за 49 я купил. То есть это редкий случай, когда реально получилось найти дешевле чуть-чуть. Притом за 49 мне его не послали. Ну, в общем, рано или поздно пошлют, я надеюсь. Так, и к чему это все? К тому, что да, сторителлинг заключается в том, чтобы найти эту штуку подешевле. Попытаться ее прогнать так, чтобы она не погибла, держа кулачки. Меня, знаете, даже в течение ролика колбасит, как очень неприличного человека, потому что я там в начале ролика могу за 2 минуты сказать, ну ничего, если он помрет, а про себя думаю. Xiaomi Mi 14 Pro, как у блогеров. Я четко понимаю, что как бы брак-то случается. И все равно, когда тестируешь, ты думаешь, минус 70, потому что экран на Xiaomi 14 Pro стоит как сам телефон. То есть в моем случае я бы его реанимировать не смог бы никак. Но 2 раза топил. 1 раз, получается, в бассейне, а 2 раз на улице. И когда народ вот, ты там на улице попал под дождь, так я видел, что там дождь. Ну, нужно быть дураком, чтобы в окно не видеть дождь и выйти. Я вышел, уже был дождина. Ну и ничего. То есть каждому, как говорится, свое. Мне просто писали, что я карму себе испортил, и поэтому попал под дождь. Как можно попасть под дождь, когда ты выходишь в дождь? Зато прикольный обзор. У меня получается уже 2 обзора в дождь на Pixel 8 Pro. Но он не так сильно попал люто. Я не так сильно под дождь попал. И получается на Xiaomi 14 Pro. Но возвращаясь к моему нытью, да, хейт по поводу каких-нибудь устройств, он умиляет люто, потому что Fold Flip у меня с IPX8 утонул. Ни одна человеческая сущность не сказала, что вот у Сани он утонул. iPhone 14 Pro у меня утонул. Никто ничего не сказал, а как у кого-то утонул Xiaomi 14 Pro, все как коршуны. Вот, он тонет. Да черт его знает, что человек с ним делал. Может, его 4 раза, долбанул об стену, после этого разобрал, собрал и опустил в воду. Реально. Это как с запотеванием линз, которое я теперь сам тестирую. Если раньше было понятно, всем блогерам приходит и все запотело. А сейчас я так понимаю, что вот эту вот штуку используют для хайпа. Из разряда, а как сделать так, чтобы ролик смотрели? Ну, надо, рассказать, что там где-то что-то вырубилось, что-то запотело, потому что по-другому никак. И все. И да, я вот эту штуку с запотеванием ставлю под сомнение по той причине, что у меня такого нет. Так, я не понял, это реальный бот или нет? По наглости можно... Нет, это, наверное, бот. 416 даже. Какая все по-серьезному у типа была. Вообще лут хороший был. Очень хороший лут. Сейчас, подождите-ка. Даже некуда класть. Потому что слишком маленький рюкзак. Так, насчет стрима, в том числе, где я ошибся с датой, я думаю, тут произошла путаница. Нашел тебя в Твиче, но только на вторую трансляцию попал. Ты уточняй платформу, плиз. Случайно догадался, что стрим купить КЧП может быть на Ютьюбе.
Ну, в этом, я не знаю, вот, наверное, я не хочу становиться стримером, потому что я неудачный стример. То есть, это тоже определенного рода такое лицемерие из разряда «я не хочу стримить». Я хочу стримить, но смысл мне тратить на это времени больше. И, наверное, вот эта вот тема почему я не говорю, что там, ну, нагреваюсь часто и не говорю потом, что вот у меня здесь стрим будет. Чтобы подумать затем потом, ну вот смотрите, меня рекомендовал YouTube там такому-то количеству людей. У меня есть стримы по 200 с лишним тысяч просмотров. Это очень круто для техники. И никакие просмотры, разумеется, я не покупал бы, потому что если ты покупаешь просмотры, у тебя стата умирает. То есть в моем случае я не могу себе позволить, у меня и так там канал линейно еле растет. Это тоже лицемерие в каком-то смысле, потому что растет он на там 6-8 тысяч, сейчас на 8 тысяч с лишним подписчиков в месяц. Но это тяжело, это долго, это без выстреливания. Я могу назвать вам 50 техноканалов, которые там за месяц некоторые 300 тысяч подписчиков получали, потому что попадали в рекомендашки YouTube. У меня не так все. У меня вот линейно, и я так понимаю, что у меня шаг влево, шаг вправо, и вот это все слетит. И вот чтобы хоть как-то что-то росло, нужно не совершать каких-то необдуманных поступков, как можно, допустим, напихать на основной канал шортсов, и они залетят по-любому. Но кто ко мне придет с этих шортсов? Дети. В основном дети. То есть я сам смотрю шортсы периодически, мозг отключается, ты отдыхаешь. Но в целом для контента это очень-очень нехорошая тема. Так, я чувствую, что сейчас меня расчехвостят, да. Я прям как ощущал, что момент пришел моего расчехвостивания. И вот так лечь. И не пишите мне, что я крысятничеством занимаюсь, я в курсе. Зато я обозначил, что я здесь. Если что, могут гранату кинуть. Но ввиду того, что там все благополучным образом у нас кто? Правильно, сквады. И видели, что я туда забежал. Будем ждать, когда они бросят сюда гранату какую-нибудь. Мне лучше прям видео на 40 минут. Поэтому я и рад, что у меня такой коллектив подписчиков и зрителей. Так, я жду, когда они друг друга начнут гасить. Сейчас кружочек уменьшится, если я буду в... Нет, все, я не в зоне. Уже выхода нет. Уже выхода нет, потому что... По кругу сейчас пойдут. Окей. Опа. Я уже вне зоны. Понятно. Все. Ладно, ползу. Я еще и живой. Может быть, я умру не первым. 7. Я буду 6-й. 5-й. Ей. Людям просто нравится экосистема Apple или фишки топовых Samsung. А чувствовать себя понятно кем не нравится. Вот и хейтят Xiaomi и прочих китайцев. Все. 3 из 18 норм. Так, что у нас? 37 минут. 77%, 11%. То есть 2/3. Ничего ж себе, вообще как-то хорошо, да? То
То есть где-то 16% в час. Сейчас я проверю. Температура вообще никак не повысилась. Проверю люксы. Но я вам скажу, что он не сбросил ничего. 720 люксов. Давайте не будем тянуть ничего за никакие места. И я подытожу сейчас. Во-первых, я не выбираю вот это вот вокруг, то, что меня сейчас мелькает. Я понятия не имею, как это делать. Во-вторых, не забудьте подписаться на этот канал, на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Обязательно поставьте лайк ролику. Почему? Потому что на таких примерах вы можете увидеть, что оптимизированные системы, а у Vivo они максимально оптимизированы, могут вывозить стримы на Твиче в 1080p 30 FPS легко, при том, что ты можешь спокойно играть еще и в PUBG, ничего у тебя не вылетает, ничего не греется, никакая яркость не сбрасывается. Как говорится, вуаля! И вот эти все супермощные процессоры, по факту, получается, что для каких-то таких задач из разряда элементарных, они бесполезны. Для чего они не бесполезны? Конечно же, для того, чтобы продавать смартфоны. А второй момент, конечно же, для видеообработки, фотообработки и рендеров всяких. По большому счету, ну это как Ferrari. Можно купить Шкоду и Ferrari. Вот это Шкода. И молодцы. Vivo молодцы. Вот прям, а что еще сказать? Когда ты проходишь, там, не знаю, 10 флагманов от 8 сотен долларов, и потом тестируешь смартфон за 200 и такой, и так можно было? Шима нет. Яркость норм, 800 люксов, как у Poco F5 Pro. Ничего не сбрасывает яркость. Заряд батареи ест постепенно, там, сколько, 2/3. Ну, не знаю, сколько он бы съел. 17-18% за час бы. Классно. Глеб, огромное спасибо, что зашел. Дизастер, огромное спасибо, что зашел. Мистер Дим, смотря как смотреть, возможно, спасибо, что зашел. И все. И решай, бро. То же самое. Всем добра. Повторяюсь, подписывайтесь на канал. Смотрите обзор одним кадром на этот же смарт. Смотрите исходники с этого устройства. Теперь он мне нравится намного больше. Почему? Потому что вот это, можно сказать, топ за свои деньги. Но сколько он будет в глобалке, мы еще посмотрим.